Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Человек и Здоровье. Сегодня мы поговорим, как дыня влияет на наш организм, какие у него полезные свойства и кому дыня противопоказана. Досмотрите ролик до конца, и я расскажу вам секретный метод, как хранить дыню сочным и вкусным на длительный срок. Так что устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, если не подписаны, и ставьте лайки. Приятного просмотра! Дыня – это съедобный плод овальной формы из семейства тыквенные. Сегодня ее выращивают практически во всем мире, но происходит она из умеренных и тропических широт. Дыня отлично справляется с жаждой и почти не содержит калорий. Ее съедобная часть – это мякиш, из которого удаляют семена. Этим она напоминает нам арбуз. Но в то время как арбуз является огромной ягодой, дыня с точки зрения биологии – это овощ. Дыни были известны уже в глубокой древности. Исторические находки говорят о том, что этот плод выращивали еще в древние египтяне на берегах Нила, и уже в течение времени врачи использовали ее для лечения ревматизма и болезней почек, а также против глистов и туберкулеза. Польза для организма. Дыня представляет собой легкий с точки зрения вкуса и калорий, сладкий и освежающий плод. Она полезна не только в жару, как утоляющий жажду продукт. Ее мякиш содержит много питательных веществ, необходимых для организма. Свойства дыни уже давно применяются в народной медицине. Это незаменимый овощ для людей с лишним весом, поскольку в организме он работает как легкое, слабительное и мочегонное средство. По этой же причине дыню употребляют при болезнях почек и мочевыводящих путей. Кроме того, ее рекомендуют для облегчения ревматических болей и при дисфункции печени. Есть причины считать этот овощ лечебной пищей для людей с кардиологическими проблемами, поскольку он положительно влияет на состояние артерий и сердца. Наличие бета-каротина и других антиоксидантов замедляет процесс старения клеток, укрепляя способность противостоять свободным радикалам. По этой причине дыню зачисляют к противораковой пище. Интересно, что в некоторых странах ее применяют для лечения простуды, кашля и ангины. Как и большинство других бахчевых культур, этот продукт содержит вещества, которые помогают бороться со стрессом, положительно воздействуют на психику и, следовательно, функции всего организма. Регулярное потребление этого плода способно укрепить организм. С лечебной целью можно использовать не только мякоть, но и семечки с кожурой. Семена обладают следующими полезными свойствами: улучшает либидо у мужчин, служит афродизиаком, поддерживает здоровье почек, контролирует уровень глюкозы в крови, выводит из кишечника токсины и шлаки при камнях в почке и в мочевом пузыре. Выведение песка и профилактика образования крупных камней поможет следующий целебный отвар. Для его приготовления нужно взять 5 литров холодной воды и добавить туда 1 кг семян дыни. Поставить содержимое вариться на медленном огне до выпаривания жидкости. Когда воды станет около 3 литров, ее нужно процедить и остудить. Пить средство следует 3 раза в день по 1 стакану. При беременности и в грудном вскармливании. У дыни нет явных противопоказаний для употребления во время беременности и грудного вскармливания, если женщина здорова, и у малыша тоже не наблюдается неприятных побочных эффектов. Но все же я рекомендую тем, кто ждет ребенка или кормит малыша грудью, получить консультацию врача и на основе этих рекомендаций выстраивать рацион. Детям можно давать дыню с 2 лет. Нужно начинать с небольшого количества 20-30 грамм и следить за реакцией организма. Если дыня хорошо усваивается, не вызывает аллергических реакций, то постепенно размер порции можно довести до 100 грамм. Сколько дыни можно съесть за день? Разумеется, нужно учитывать общий состав вашего дневного рациона, но обычно врачи не рекомендуют превышать дневную норму 300-500 граммов для здорового взрослого человека. При этом не стоит съедать это количество за один раз, лучше разделить его на 2-3 порции в течение дня. Для ребенка оптимальное количество дыни 20-100 грамм в день. Сок из дыни. Лучший сок – это сок, сделанный собственноручно в домашних условиях, но и тут важно помнить о некоторых нюансах. Продукция зависит от сырья, поэтому в первую очередь важно выбрать при покупке созревшие и сочные плоды. Дынная сокотерапия полезна при многих недугах, повышает настроение, пополняет запас витаминов, усиливает защитные слои организма, разглаживает морщины, делая кожу нежной и бархатной. Поэтому бахчевая культура просто незаменима для лица. Есть сведения, что полезные свойства касаются волос и ногтей. Под действием дыни они быстро укрепляются, ускоряются в росте и приобретают здоровый вид. Благодаря такому составу сок, приготовленный в домашних
условиях необыкновенно вкусный и полезный. А вот кальция и железа в данной продукции гораздо больше. Поэтому именно этот сок предпочтительнее употреблять для укрепления костных структур, зубов и ногтевых элементов. Помогает он от простуды, насморка и прочих инфекций. Дынную продукцию хорошо употреблять во время жажды, поскольку такой сок прекрасно восстанавливает водно-солевой баланс, усиливает усвоение белка, устраняет склеротические признаки. С какими продуктами дыня не сочетается? В блюдах средиземноморской кухни дыня часто сочетается с морепродуктами и ветчиной. Это очень удачное сочетание, но врачи все же рекомендуют есть дыню отдельно от других продуктов, чтобы не спровоцировать несварение. Точно не стоит есть дыню вместе с молочными и кисломолочными продуктами. Такое сочетание с большой вероятностью вызывает брожение и расстройство желудка. Кроме этого, не стоит сочетать дыню с алкогольными напитками. Эффект может быть таким же неприятным. Вред и противопоказания. Дыня, будучи довольно сладким плодом, не подходит больным сахарным диабетом. Поэтому тем, у кого диагностирован сахарный диабет, употреблять ее стоит с большой осторожностью, только после консультации с врачом. В любом случае не стоит превышать порцию в 50-100 грамм не чаще 2-3 раз в неделю в летний сезон. При диагностированных заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения от употребления дыни стоит отказаться. Кроме того, он принадлежит к продуктам, вызывающим аллергию. Чаще всего на этот плод реагируют люди с аллергией на траву, пыльцу, арбузы и апельсины, которые состоят в одной группе аллергенов. Как хранить дыню? А теперь, друзья, я расскажу, как хранить дыню правильно и на долгий срок. В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели. Держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания. Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике, иначе мякоть очень быстро становится непригодной для употребления. Кусочки дыни стоит поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой. Так дыня может храниться до 3 суток. А для того, чтобы сохранить дыне сочность и свежесть на долгий срок, нужно очистить дыню от кожуры и семечек, разрезать мякоть на ломтики и заморозить их в плотном контейнере. В таком виде мякоть может храниться до 1 года при температуре минус 18 градусов. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!